Всем привет, дорогие подписчики! Это Лисья Нора, меня зовут Александр, и я нахожусь в лесу на Карельском перешейке, чуть-чуть северо-западнее города Выборг. Сзади меня, как вы видите, бетонные укрепления. Обратите внимание, что если в Карельском лесу нет бетонных укреплений, значит это какой-то неправильный лес. Постарайтесь его покинуть, не привлекая к себе внимания. Ну а позвал я сюда вас вот зачем. Здесь, в этих глухих лесах, находится, наверное, самая неизвестная крепость России. Выборгский Тет-де-Пон. Что такое Тет-де-Пон? Тет-де-Пон – это предмостное укрепление. Но здесь это название имело гораздо более широкое значение. Выборгский Тет-де-Пон – это цепочка фортов, которые прикрывали переход через Сайминский канал, то есть доступ из Финляндии непосредственно к Выборгу. Начиная с момента аннексии Финляндии и далее, Выборгская крепость находилась на вторых ролях. Ну, это и понятно. Финляндия хоть и автономия, но все равно в составе России. Выборг – город далеко не приграничный, от границы он далеко, никакой угрозы ни с какой стороны вроде как ему и нет, и укреплять его смысла никакого не имеет. Средства тратились на гораздо более важные и стратегически нужные крепости. Так бы все и шло, но в России случилась революция 5-го года. И в этой первой русской революции финны приняли самое активное участие. Участие настолько активное, что им даже удалось убить своего собственного генерал-губернатора Бобрикова, который потом был увековечен в замечательной песне «Нет молотов». Генерал-губернатора убили, поддерживали революционное движение и вообще плохо себя вели. Ну и царское правительство, имея для этого все основания, решило: финны ненадежны. И в случае, если через территорию Финляндии на Россию будет нападать какая-то третья страна, это может крайне плохо кончиться. А захват Выборга был угрозой непосредственно имперской столице, то есть Петербургу. И когда уже над Европой сгущались тучи в преддверии Первой мировой войны, российское правительство решило, что оставлять ситуацию как есть будет слишком опасно. Поэтому рядом с Выборгом было запланировано создание целой цепочки пехотных фортов для защиты его с запада. Планирование и предварительные работы начались в 1910 году, а постройка укрепленных сооружений началась в 1914. Но в то же время разразилась Первая мировая война. Выборгский Тет-де-Пон планировался в составе 5 крупных пехотных фортов и цепочки более слабых укреплений, которые бы закрывали промежутки между ними. Форты ставились на высотах, форты ставились около крупных дорог, они закрывали основные направления. Более слабые укрепления располагались в промежутках между фортами, чтобы воспретить противнику свободное передвижение между ними. Строились укрепления по последнему слову тогдашней фортификационной науки из бетона. Очень во многих местах окопы и убежища вырубались непосредственно в скалах, благо скал здесь много. И строительство шло таким образом до 1917 года. В 1917 году революция, Финляндия получает независимость, и строительство таким образом сворачивается. Построить успели немного, построить, наверное, успели меньше трети. Успели построить опорный пункт литер А, они все буквами обозначались от А до Д. Успели построить очень большой пехотный форт, опорный пункт литер В, мы его сейчас обязательно посмотрим. Ну и, пожалуй, давайте начнем осматривать. Начнем мы с опорного пункта литер А, так и по алфавиту, собственно, положено. Вот именно здесь я сейчас и стою. Вот здесь мы можем видеть такую типичную для опорного пункта литер А траншею. Траншея с одной стороны укреплена бетоном, а с другой она вырублена непосредственно в скале. Вот стрелковые ячейки. Здесь можно было поставить 2 солдат, и они бы стреляли. Работает стрелковая ячейка так. Забираешься на соответствующую ступеньку, кладешь ружье на бруствер, и, пожалуйста, можно пулять. Ты практически полностью закрыт, только голова торчит.
Траншеи очень сильно заросли лесом. Сюда никто, в общем-то, особо не ходит. Хотя денег и труда в постройку этих укреплений было вложено определенно немало. Даже жаль, что такая мощь пропадает. Окопы внутреннего обвода опорного пункта литера вырублены целиком в граните. Я представляю, каких трудов все это стоило. Но выглядит впечатляюще. Здесь на опорнике литера есть одно такое небольшое сооружение. Скорее всего, это склад для хранения боеприпасов. И там чуть глубже в лесу есть еще убежище. Склад боеприпасов характерен двумя вещами. Во-первых, у него мощная система вентиляции. То есть, видите, весь фасад у него прорезан вентиляционными трубами. И второе, это просто чудовищно низкое качество бетонных работ. Ну, это просто какой-то ужас. То есть в бетонный массив забрасывались не только доски и бревна и вообще что попало, но и прямо бочки с цементом туда закидывались. И вот это каким-то чудом еще все не рухнуло. Хотя кое-где рухнуло. Поэтому здесь будьте осторожны. Рухнуть может в любой момент. И мне кажется, в этот момент желательно быть от этого места подальше. И, кстати, обязательно хочу напомнить про технику безопасности. Здесь крайне опасно в некоторых местах. Особенно вот здесь, вот на литере А и на Большом пехотном форту на литере В. Там есть где упасть. И здесь есть где упасть. А здесь еще и очень плохое качество бетонных работ. Может на голову осколков прилететь. Поэтому будьте крайне осторожны, когда здесь лазаете. Просто крайне осторожны. Места дикие. Спасать вас будут очень долго. Так, ну с опорным пунктом литера мы более-менее разобрались. Поехали теперь на опорный пункт литер В. Это огромный пехотный форт. Следующий наш объект находится прямо рядом с дорогой. Вы его наверняка видели, если когда-то пересекали российско-финскую границу через Торфяновку. Он как раз рядом с шоссе стоит. И это самое крупное бетонное укрепление в Ленинградской области, ну, не считая средневековых крепостей. Больше нет нигде. Этот форт был начат постройкой в 1910 году. И к 1917 году, когда работы здесь завершились, он был в целом готов. Форт огромный, он просто гигантский. Я вот даже не представляю, зачем он такой большой. К сожалению, форт очень сильно зарос, и пройти по траншеям довольно сложно. Но мы попробуем. Бетонные элементы от времени разваливаются. Опять же, это не железобетон, здесь нет армирования. Попала в трещину водичка, все, пиши пропало. Развалится. Ну и корни деревьев, конечно, тоже его разваливают. А очень жаль, объект-то крайне интересный. Вот я иду по траншее внешнего обвода. Справа от меня стрелковые ячейки. Вот представляете размер? Это все бетон и камень. Вот здесь вот вырубленный из камня. Вот там вот отлито из бетона. Поднимемся. Стрелковая ячейка, судя по всему, на 2 человек. В общем, очень удобно. Берешь винтовку, кладешь ее на бруствер и стреляешь. Тебя прикрывает толще бетона. Помимо индивидуальных ячеек для боеприпасов, есть вот такие вот ячеечки, чуть побольше. Наверное, коллективные или же для пулеметов. Не очень понятно, для чего это было. Но явно для хранения чего-то важного и взрывоопасного. Судя по тому, что он над камерой возведен такой вот неслабый бетонный кубик.
Форт находится как бы в выемке, а выемку это окружает вот такая вот отвесная бетонная стена. Ну, скорее всего, противник, если он наступает оттуда, просто с этой стены сваливается, ну или накапливается перед ней каким-то образом и подставляет себя под огонь защитников форта. Система простая, надежная и, как все здесь, очень материалоемкая и затратная. Ну, представляете, вот такую вот двухметровую, даже, наверное, 2,5-метровую стену посередине леса возвести. И она здесь не 50 метров, она тут метров 400. Умели тогда деньги тратить. Идешь по этому форту, как по какому-то царству страшных великанов. Всюду мох, всюду стены совершенно нечеловеческого роста. Ступеньки совершенно не под человека сделанные. Какие-то корни, переплетения. В общем, ад как есть. Вот такой вот форт литер В. Я далеко не гном, 1,78 м. Для начала века этот рост считался высоким. Но на фоне всего вот этого вот вырубленного в скале великолепия человек просто теряется. Убежище сзади меня, толщина его покрытия 4 метра отборного фортификационного бетона. Не железобетона. Железобетон тогда еще не применяли. Именно бетона. Цельная бетонная подушка. Чтобы создать необходимую прочность, ее делали как можно более толстой. Вот здесь 4 метра. Основное убежище форта. Довольно небольшое, кстати говоря. Скорее всего, даже не убежище для пехоты, а склад для боеприпасов. Внутри некогда было противооткольное бронирование из, судя по всему, рельсов. Но его срезали. Срезали давно. Потихонечку убежище разрушается, над ним висит огромная толща бетона. И, вообще-то говоря, лазать туда не очень-то безопасно. В принципе, может рухнуть. Ну и вот еще раз к слову о размерах форта. Это лестница. Вот размер ступеней, он абсолютно нечеловеческий. Даже мне тяжело. Хотя, еще раз повторяю, я далеко не гном. А в те времена люди были поменьше. Есть у меня одно предположение. Не хочется его озвучивать, но, наверное, придется. Форт огромный и денег много. 14-й год, война. Никто на обороне, конечно, экономить не может. Ну, как же можно? Немцы нажимают. Чем больше сюда денег вложено, тем больше можно денег украсть. Ну и, соответственно, завышать стоимость имело смысл. И строить вот такие вот циклопические сооружения тоже смысл имело. Слишком много денежек, видимо, прилипало к рукам. Потому что я не могу никак совместить огромные размеры стройки и ее довольно низкое качество. Бетон здесь на самом деле плохой. Очень много наполнителя. Очень много. Он не будет держать удар снаряда, поверьте. Этот бетон, он вообще ни капли не похож на бетон, который используется на нормальных дотах, ну, на том же Карельском укрепрайоне или там на современных дотах линии Маннергейма. Хотя годы постройки, ну, в общем, похожи. И, похоже, здесь много строили, чтобы много украсть. Потому что некоторые вещи я ничем объяснить просто не могу. Ну вот я и добрался на самую вершину форта. Как бы самое его сердце. Подо мной еще одно убежище. Ну и до него лететь метров 8. Форт имеет форму такого немножко неправильного овала. Он предназначен для круговой обороны. Ну, опять же, про что я говорил. Финны ненадежны. И во всех наставлениях по строительству укреплений здесь
отдельно всегда указывалось, что все эти сооружения должны иметь возможность круговой обороны. Ну, мало ли что. И этот форт тоже имеет возможность круговой обороны. Прекрасный обстрел, прекрасный обзор. Вот где-то здесь, наверное, был какой-то командный пункт, потому что отсюда все очень хорошо видно. Как ни странно, этот форт, несмотря на то, что он огромный, он реально огромный, он не обозначен ни на одной карте, включая военные. Он не входит ни в какие путеводители, но только в последнее время как-то его стали немножко куда-то там включать в какие-то экскурсии. И про него вообще очень мало кто знает. Мне кажется, это совершенно неправильно, незаконно и неразумно. Поэтому приезжайте сюда, смотрите здесь все своими глазами, пока все окончательно не развалилось. К сожалению, бетон сыпется, и сыпется он быстро. Форту 110 лет. Вполне возможно, что еще лет через 50 он просто осыпется весь. Двигаемся дальше. Везде построить такие крупные пехотные форты было нельзя. Это было слишком долго и дорого. Поэтому на второстепенных направлениях, там где не было крупных дорог, старались ограничиваться просто небольшими опорными пунктами. То есть в лесу строится небольшое, ну как небольшое по меркам вообще этого укрепрайона укрытие. Организуется какое-то полевое заполнение, но все равно бетона здесь было очень много. Вот сейчас я в лесу. Это опорный пункт литера Д. А стою я внутри позиции под, судя по всему, пулемет. Вот, посмотрите, видите, сколько здесь бетона. Вот глубокие траншеи в лесу. Это тоже часть линии обороны между отдельными фортами. Основная задача таких вот промежуточных полос была в том, чтобы не дать противнику просачиваться через линию обороны. Ну а в случае необходимости форты помогали своими резервами обороняющимся здесь войскам. Ядром каждого небольшого участка обороны было вот такое вот сравнительно небольшое по меркам этого укрепрайона убежище. Ну, как видим, стрелковые ячейки, такие же с ячейками для боеприпасов. А внизу, в массиве, большое убежище. Давайте сходим посмотрим. Нормально удержался, не переживайте. Тут просто очень скользко. Мокрый гранит, на мокром граните мокрый мох. Поэтому полететь просто как нечего делать. Заходим. Так, ну что у нас тут? Просто большая паттерна. Остатки. Когда-то здесь было противооткольное бронирование. Вон там даже видны следы от торцов рельсов, которые отсюда вырвали зверски. Ну и в целом ничего абсолютно интересного тут нет. О, рельса. Вот из таких штуковинок строился потолок. Опять же напоминаю, что никакой это не железобетон, а просто бетон. Бетон. Толстый, очень толстый бетон. Бетон, кстати, если обратите внимание, очень плохой. Очень много наполнителя, и он очень рыхлый. Хорошо, что эта линия не принимала участия ни в каких боевых действиях. Иначе, боюсь, этот бетон не порадовал бы тех людей, которые пытались бы под ним укрыться. Фух. Как ни странно, несмотря на всю мощность этой линии, она чисто пехотная. Здесь нет никаких артиллерийских позиций, вообще нет. За одним исключением. Это трехорудийная батарея вот здесь вот, почти у самого берега залива. Причем, что интересно, батарея морская. Здесь стояли 9-дюймовые мортиры на станках Дурляхера. И, видимо, стояла она здесь только с целью
защищать непосредственно Выборгский залив. Ну а артиллерийского заполнения самой линии обороны, получается, вроде как и не было. Вот оно, место под орудие. Центральный штырь. И вокруг него 6 шкворней для того, чтобы крепить станок. Естественно, никаких систем центральной наводки, никакой электрики. Old school, steampunk. Внизу бетон. И все это в небольшом, неглубоком капонире. Ну а закончим мы сегодняшнее наше путешествие по крепости Выборг здесь. Это пороховые погреба рядом с местечком Хертуалла. Один из немногих объектов крепости Выборг, которые были все-таки достроены. Пороховые погреба представляют из себя довольно большое помещение, вырубленное прямо в скале. Обращает на себя внимание довольно красиво отделанные входы. Ну, как я уже говорил, это единственное законченное сооружение, поэтому здесь так вот немного постарались. Вышло красиво. Ну что ж, попробуем зайти внутрь. Не знаю пока, что нас там ждет. Надеюсь, что-то интересное будет. Но, к сожалению, внутри все очень сильно испакощено. У людей не было денег на фонарики, и они ходили тут с факелами. Поэтому потолки все закопченные. Ну, в целом, что-то видно. Какая-то странная стойка. Скорее всего, это элемент защиты входа. Коридоры. Коридоры открываются в такие вот небольшие боковые помещения. Наверное, это как раз сами хранилища и были. Помещение побольше. Вот наверху видны системы вентиляции. Это, видимо, советского времени уже. Да, потому что вентиляция квадратная, а проход в бетоне под нее круглый. Явно какая-то переделка. Мне очень интересно, зачем двойные коридоры. Вот этот коридор отдельный, маленький. Вот этот коридор большой. Ну, наверное, все-таки маленькие коридоры, судя по канавкам в полу, предназначались для кабелей. На всякий случай строили так, чтобы какая-нибудь искра не могла вызвать взрыв хранящихся здесь боеприпасов. Довольно большое сооружение. Какие-то крючья на стенах. Немножко фильтруется водичка. Опять же, современная перегородка. Ну и, судя по всему, это выход. Ну вот такой у нас получился обзор этого сооружения. Пожалуй, все, на этом будем заканчивать. Мы посмотрели крепость Выборг, недостроенную, к сожалению, и, к сожалению, заброшенную, но, тем не менее, очень интересную. Поэтому, если вам захочется здесь побывать, ну, милости просим. Ну и, как всегда, я прошу, не оставляйте за собой мусор. А если есть возможность, так еще и вывозите. Я вот сейчас тут мешочек, наверное, соберу и вывезу. Большое всем спасибо. С вами была Лисья Нора. Я Александр. Очень жду ваших комментариев, лайков, подписок. Надеюсь, что вам было интересно. До новых встреч и хороших дорог.